Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я вам покажу, как связать кофточку для вот этой вот уточки. Ссылку на мастер-класс по вязанию самой уточки я оставлю в описании под видео. Кто еще не видел и не вязал ее вместе со мной, то, пожалуйста, переходите по ссылочкам и вяжите вместе со мной. А здесь мы свяжем с вами кофточку, а уже в следующем видео я покажу, как связать повязку и сумочку. Для вязания кофточки берем 5-й крючок и полностью всю одежду, в принципе кофточку, повязку и сумочку будем вязать 5-м крючком. Это если я вдруг забуду сказать. Так, Alize Softy у нас. Как я вначале и показывала в первой части, кофточку. Видите, она у меня какая? Здесь будет на пуговке, на одной. Тут уже дальше будет она цельно идти. А здесь вот так вот. Одевается она через ноги. Голова слишком большая, поэтому одеваем через ноги. И сумочку, в принципе, тоже. Очень легко одевается, все хорошо. Делаем петельку и набираем 41 воздушную петлю. Вот я набрала. И теперь будем вязать дальше со второй петли от крючка. Будем вязать 40 полустолбиков с накидом. То есть делаем накид. И в первую мы не сможем связать, со второй петельки начинаем вязать. Вот у нас тут 3, видите, ниточки на крючке. Мы их провязываем за один раз. Вот это вот полустолбик с накидом. В следующую петельку заходим. Тоже сделали полустолбик с накидом. Так. Сделали накид. В следующую петельку зашли. Это 3. Пересчитывайте, чтобы у вас в конце было 40 провязанных петелек. Всю кофточку мы будем вязать полустолбиками с накидом. Даже если я вдруг когда-то ошибусь и скажу столбик без накида, то вы знаете, что это я ошиблась. Кофточку мы вяжем полустолбиками с накидом. То есть мы всегда будем делать накид и потом заходить, провязывать вот эти вот 3 петелечки за один раз. В общем, обвязываем до конца 40 полустолбиков с накидом. Вот я провязала этот ряд. Дальше делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание и вяжем еще один ряд, тоже 40 полустолбиков с накидом. Заходим и вяжем. Петелечки не пропускаем. До конца ряда вяжем без изменений. Вот провязала я и этот ряд. Снова делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание и вяжем 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вяжем 3 полустолбика с накидом в одну петельку. Вот 1, сюда же 2 и сюда же 3. Дальше вяжем 3 полустолбика с накидом, просто уже. 2,
3. Снова в одну петельку 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. То есть мы вот это место сделали, видите, оно так выделяется, как вершиночками. Это здесь у нас будет рукав. Дальше нам нужно провязать 16 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, 16. Снова в одну петельку вяжем 3 полустолбика с накидом. Вот 1 полустолбик с накидом сюда же, 2 и сюда же 3. Дальше просто 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Снова в одну петельку 3 полустолбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. И до конца ряда нам остается провязать 7 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так, вот это вот мы провязали. Это был 4-й ряд. Дальше делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание и вяжем 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дошли до вот этого места, где у нас было 3 петельки, 3 полустолбика с накидом в одну петельку. Делаем соединительный столбик. Вот просто в следующую петельку прям взяли и сделали соединительный столбик. И отсюда набираем 6 воздушных петель. Вот, 6 воздушных петель набрали. Снова делаем соединительный столбик в вершинку. Вот находим это место, оно выделяется. Видите? Где 3 петельки в одну, 3 полустолбика с накидом в одну петельку. Вот мы прям в вершинку заходим, в эту среднюю петельку, и делаем тоже соединительный столбик. Видите, у нас такое отверстие для ручки получилось. Дальше мы провязываем 18 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. В следующую петельку, это тоже как в вершину, делаем соединительный столбик. И отсюда набираем 6 воздушных петель. Вот, тоже провязали их. В вершинку соединительный столбик. И у нас должно остаться 8 полустолбиков с накидом. 3, 4, 5, 6, 7. Вот, чтобы знать, где у нас вершинка, значит, на одну раньше надо было, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у меня 7 будет. Значит, вершинку я зайду сюда. Так, вот сюда вершинку сделала. И провязываю 8 полустолбиков с накидом. 2 до конца ряда. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите, у нас получилось здесь отверстие для ручки и здесь. Такая же кофточка получается. Так,
Дальше нам нужно провязать 3 ряда, 6, 7 и 8, по 48 полустолбиков с накидом в каждом ряду. Вязать будем поворотными рядами, то есть делаем воздушную петельку, разворачиваемся, вяжем 48 полустолбиков с накидом. Здесь мы будем обвязывать вот эти вот 6 петелек, то есть мы их тоже считаем, вот тут вот по ручке должно быть 6 полустолбиков с накидом, и здесь 6 полустолбиков с накидом, так что это мы не пропускаем, все считаем. Сюда провязали, сделали воздушную петельку, назад провязали, снова воздушная петелька, еще раз провязали, вот это вот у нас будет 3 ряда. Так, смотрите, вот так вот должно выглядеть вязание. Вот у нас отверстие для ручек. И вот так вот мы провязали. Теперь будем соединять. Просто складываем вот так вот и заходим в крайнюю петельку. Вот так вот мы зашли и делаем соединительный столбик. Хорошо, ниточки подтягиваем. Так, вот соединительный столбик сделали, и дальше мы будем вязать уже по кругу. Просто по кругу, без каких-то столбиков там дополнительных, без петель подъема, просто будем по кругу вязать. Делаем накид, как обычно, заходим, провязываем полустолбик один с накидом, ставим маркер, это у нас будет первый полустолбик с накидом. У нас их 48, так и остается. Мы просто вяжем теперь по кругу по 48 полустолбиков с накидом в каждом ряду. С 9, вот следующий у нас 9 ряд, с 9 по 13 ряд включительно, то есть 5 рядов, 9, 10, 11, 12, 13. 5 рядов вяжем, тоже без изменений, по 48 полустолбиков с накидом в каждом ряду. Смотрите, вот так вот должно было получиться, видите, тут мы соединили и еще провязали 5 рядов по кругу. Вот такая вот уже кофточка получается. Осталось нам провязать 3 ряда. Будем вязать, ну вот что-то типа резиночки. Видите, такой узор делать. Сейчас покажу как. Не знаю, как он называется, но сейчас покажу. Все то же самое. Делаем накид, но теперь заходим не просто под петелечку, а вот этот вот хватаем столбик. Между двух петелек он находится, видите, вот здесь и вот здесь. Вот мы прям под него заходим, по-моему, это рельефные столбики называются. Вот зашли, протянули сюда ниточку и 3 петельки провязали за один раз. Следующий столбик хватаем с другой стороны, как изнутри. Сделали накид, вытянули и 3 петельки провязали за один раз. И будем чередовать, один с этой стороны брать, другой изнутри. Один снаружи, следующий изнутри. Тоже делаем накид, зашли, вытянули, провязали. И изнутри все то же самое. Сначала вытянули и 3 петельки провязали. И провязываем так до конца ряда, чередуя. Не пропускайте. И тогда все получится. Так вяжем до конца ряда. Видите, как получается? Вот смотрите, до конца ряда я провязала вот таким образом. И теперь еще 2 ряда нам нужно провязать точно так же. И вяжем все то же самое. Вот где у нас было сюда, так мы его и вяжем, чтобы у нас узор повторялся. Все то же самое и делаем. Еще 2 ряда таких нужно провязать по кругу. Вот видите, и у нас должно быть вот как и в предыдущем ряду. Если это мы вязали
Даже не знаю, как вам объяснить. Вот если мы вязали изнутри, то так и продолжаем. Снаружи, значит, так и продолжаем. Чтобы у нас просто был вот этот вот узор. 2 ряда еще так провязываем. Вот, смотрите. Провязала я еще 2 ряда. В следующую петельку делаем соединительный столбик. И ниточку обрезаем. Потом мы ее попротягиваем и завяжем еще несколько узелочков, чтобы не было видно. Это хорошая такая пряжа, как раз для маскировки. На пушистая все равно не будет видно нитку. Здесь ее можно будет обычной иголкой с ниткой еще провязать. И так со всеми кончиками я буду делать, еще провязывать их дополнительно обычной иголкой с ниткой. Вот, смотрите, как получается, видите? Вот такой вот красивый рельефный узорчик. И сейчас то же самое нужно сделать здесь вот по горлышку. Вот таким вот узором провязать здесь 2 или 3 ряда. Ну, как хотите. Здесь у меня у этой уточки 2 ряда провязано. Вот таким же узором. Можно было и сразу, в принципе, сделать, но мне вот так вот больше нравится. Я захожу ниточкой, креплю ее вот так вот и делаю тоже накид. Так, это мне мешает. Накид и то же самое, вот хватаю сразу первый столбик с этой стороны, провязала, следующий столбик с другой стороны хватаю и все то же самое провязала снова с этой стороны. И так я буду обвязывать до конца. Вот смотрите, один ряд я провязала, дошла до края. Теперь делаю воздушную петельку и разворачиваю вязание. И все то же самое вяжу. Ну, оно видно, где какой должен быть. Вот видите, здесь он снаружи. Я его, значит, хватаю, снаружи провязываю. Здесь вот в ту сторону. По рисунку просто идем и провязываем в другую сторону еще один ряд. Видите, как получается? И с этой стороны то же самое. Ну и все, и до конца ряда точно так же обвязываем. Вот смотрите, довязала я до конца. Видите уже, как красиво получается у нас свитерок. Вот так, и с этой стороны вот так. Хватит мне 2 ряда, то есть я провязала в одну сторону и обратно. Мне хватит, я здесь ниточку обрываю, петельку затягиваю. И вот эти вот хвостики можно перевязать между собой. Можно еще дополнительно тут узелочек сделать. Потом хвостики обработать, чтобы они у нас не торчали. Попротягивать, завязать узелочки, прошить, если хотите. Ниточки уже обрабатываем сами, чтобы они у нас здесь не торчали. Так, и нам осталось обвязать рукава. Их я тоже обвязываю таким же образом, как вам только что показала горлышко, только делаю это 3 ряда. То есть я захожу с задней части по спинке. Вот это у нас спинка. Вот захожу тут ниточку и просто все то же самое. Так же самое я буду провязывать вот этой вот резиночкой рельефной с одной стороны и с другой. Я провяжу полностью вот эти вот рукавчики. 3 ряда.
так вот дошла снова до этого места. Видите, как она получается? И тут по рисунку буду вязать все то же самое. Сейчас тут, наверное, соединительным столбиком соединю. Вот так вот, чтобы рукавчик сравнять. И буду по узору вязать дальше. Так, вот второй ряд довязала, видите? И осталось еще один ряд. Вот так вот, видите? Получился рукавчик один. Если хотите длиннее, то провяжите еще один ряд. Если достаточно, то просто делаем соединительный столбик и ниточку обрываем. Точно так же ее протягиваем, хвостики прячем. У меня провязаны 3 ряда. Вот, смотрите, какая получается. Если хотите длиннее, я же говорю, делайте длиннее. В принципе, мне хватает, поэтому я обрываю и хвостики потом уберу. И точно так же обвязываем этот рукав. Вот смотрите, вот такой вот свитерочек получился. Сейчас мы его одеваем на утку и уже на уточке пришьем пуговку. Ну, в смысле, когда он будет одет, тогда мы пришьем его. Одеваем. Так вот. Все поправляем. И вот здесь вот уже будем смотреть, где пришьем пуговку. А вот так вот вообще смотрится свитерочек. Красота. Смотрите. Видите? Какая красота получается. Так. Ну вот оно здесь аж просится, а вот эти штучки будут свободны, как и здесь у меня. Видите? Берем примерно вот сюда, заходим и пришиваем пуговку. Так, ниточку обрезаем. Так, и здесь петельку я не делаю, потому что у нас тут очень много дырочек. Мы же вязали этими полустолбиками с накидом, поэтому здесь всего хватает. Вот куда угодно можно пристегнуть. Вот так, смотрите, видите, получается.
И очень даже хорошо. Такая вот красота. Так, теперь будем вязать повязочку. Смотрите, я у этой уточки вязала повязочку тоже из такой же пряжи. Сейчас я хочу связать из Alize Velluto, как и сумочку.